Привет! С вами снова подкаст Listen and Read Russian. Меня зовут Елена. А я Алекс. И сегодня мы здесь, чтобы помочь тебе говорить по-русски свободно и уверенно. В прошлый раз мы говорили о том, как рассказать о своей работе по-русски. Какие фразы использовать, чтобы объяснить, чем ты занимаешься. Если ты еще не смотрел этот выпуск, очень советую. Посмотри на нашем канале, там много чего интересного. А сегодня у нас тема приветствия. Да, как поздороваться с человеком на русском языке. Казалось бы, что тут сложного? Привет, здравствуйте и все? А вот и нет. В русском языке приветствие меняется в зависимости от того, с кем ты здороваешься. Представь себе лист бумаги, поставь в центре точку, это ты. А теперь нарисуй вокруг этой точки небольшой круг. Внутри этого круга твоя семья и самые близкие друзья. Люди, с которыми ты видишься почти каждый день. Теперь нарисуй второй круг, побольше, вокруг первого. Туда попадают соседи, коллеги по работе, дальние родственники и просто хорошие знакомые. Это люди, которых ты знаешь, но видишься и общаешься с ними далеко не каждый день. Все, что осталось за пределами второго круга, это незнакомые тебе люди. На улице, в магазине, в поликлинике. Хочу отметить, что в русском языке есть одна важная штука, которой в английском вообще нет. Это обращение на «ты» и на «вы». В английском для всех одно слово — you. А в русском ты выбираешь, сказать человеку «ты» или «вы». И этот выбор напрямую связан с дистанцией общения или возрастом. С родственниками и близкими друзьями практически всегда «ты». С незнакомыми людьми и людьми в форме всегда на «вы». А вот с соседями, коллегами и некоторыми родственниками по ситуации. Это зависит от возраста, от того, как долго вы знакомы, от должности, от степени твоего уважения и так далее. Поэтому дальше, когда мы будем разбирать конкретные слова приветствия, обращай внимание, ты это или вы. От этого зависит выбор слов. А вообще, тема «ты» и «вы» в русском языке – это отдельный большой разговор. Тут много интересного и не всегда однозначного. Чуть позже мы сделаем про это отдельный выпуск. А сейчас давай вернемся к приветствиям. Для начала есть слова, которые можно использовать везде, всегда и с кем угодно. Их можно сказать и маме, и начальнику, и незнакомцу в лифте. Это «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», «доброй ночи», а также слово «здравствуйте». Есть еще слово «приветствую». Оно тоже универсальное, но использовать его нужно аккуратно. И очень часто к слову «приветствие» добавляют небольшую фразу. Например, можно сказать просто «здравствуйте», и это будет нормально. А если хотите добавить немножко теплоты и внимания, то можно добавить имя и фразу дополнения. Например, «Здравствуйте, Иван Петрович, как ваши дела?» И вот тут внимание. Слова «как дела» или «как поживаете» внутри приветствия – это не настоящий вопрос. Это часть приветствия. И если тебе сказали «привет, как дела?», то не нужно в ответ подробно рассказывать о своей жизни. Это как в английском «How are you?» «I'm fine». Достаточно короткого ответа. «Все хорошо, спасибо». «Нормально. А у вас?» Обычная взаимная вежливость встречается на каждом шагу. Это были формальные примеры, которые работают всегда и везде. Перейдем к конкретике. С кем и как здороваться. Начнем с незнакомых людей. Здесь все просто. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Те самые универсальные слова, которые мы уже назвали. Специально для незнакомцев ничего нового придумывать не нужно. И это касается и людей в форме, полицейского, врача, охранника. С ними всегда «здравствуйте» и «вы», даже если человек молодой и одного с тобой возраста. И это, кстати, логично. Чем ближе к тебе человек, тем больше у тебя вариантов его поприветствовать. А с посторонними людьми хватает пары надежных, нейтральных фраз.
Дальше соседи, коллеги, дальние родственники и знакомые. Здесь приветствие обычно чуть более развернутое. Добрый день, как дела? Здравствуйте, рад вас видеть. Кстати, «здравствуйте» иногда сокращают до «здрасте». Обычно так говорят подростки, которым лень или неловко произнести слово «здравствуйте» целиком. И еще момент про соседей и коллег. Если это твой ровесник, и вы давно знакомы, чаще говорят «привет». А если это начальник или коллега значительно тебя старше, обычно «здравствуйте» и «вы». А с близкими друзьями или родственниками у тебя самый большой набор вариантов. Привет, хай, здорово, салют или даже просто приветливо помахать рукой. Кстати, иногда достаточно именно помахать рукой издалека. Слова вообще не нужны. Жест понятен без перевода. Интересный момент. Семья, с которой ты живешь вместе и видишься каждый день, здесь отдельное приветствие практически не нужно. Вы просто продолжаете разговор с того места, где остановились вчера. Итак, соберем все вместе. Родственник, которого видишь каждый день, отдельное приветствие обычно не нужно. Разговор продолжается сам собой. Близкий друг. Привет, хай, салют. Ответ – привет, здорово, как сам. Сосед или коллега-ровесник. Привет, как дела? Ответ – привет, нормально, а у тебя? Коллега-начальник или дальний родственник постарше. Здравствуйте, рад вас видеть. И вот тут важно, в таких случаях ты всегда здороваешься первым. Просто знакомый, которого видишь редко, обычно «здравствуйте». Но если вы уже несколько раз общались и чувствуете себя свободнее, можно и «привет, как дела?». Незнакомый человек или человек в форме. Здравствуйте, добрый день. И отдельно слова, которые работают везде, с кем угодно. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, здравствуйте, приветствую. Обрати внимание, эти слова не выбирают за тебя ты или вы. Они просто всегда уместны, а форму обращения ты все равно выбираешь сам, по человеку. А теперь игра. Мы дадим тебе ситуацию и несколько вариантов ответа. Выбери правильный, а мы объясним, почему именно так. Ты встречаешь соседа по подъезду, которого видишь редко и не очень хорошо знаешь. Что ты скажешь? Привет? Здравствуйте. Правильный ответ – здравствуйте или добрый день. Сосед, которого ты видишь редко, это не близкое знакомство, и здесь уместнее всего использовать нейтральную и вежливую форму. Твой близкий друг позвонил тебе утром. Как ты ответишь? Здравствуйте, доброе утро. Или привет. Правильный ответ – привет. Это близкий друг. Здесь «здравствуйте» прозвучит слишком официально и даже немного странно. Ты заходишь в аптеку и говоришь «Здравствуйте, добрый день» или «Привет всем». Правильный ответ – «добрый день» или «здравствуйте». Продавец в аптеке – незнакомый человек, поэтому обращение должно быть максимально вежливым и нейтральным. Кстати, «добрый день» будет уместно и утром, и днем, и даже ближе к вечеру. Еще ситуация. Ты сам подходишь к полицейскому на улице, чтобы спросить дорогу. Как ты поздороваешься первым? Привет, здравствуйте. Правильный ответ – «здравствуйте». Человек в форме – это всегда «вы», даже если он молодой и примерно равного с тобой возраста. И последняя ситуация. Коллега, с которым вы давно на «ты» и примерно одного возраста, спрашивает. «Привет, как дела?» Нужно ли рассказывать ему подробно о своей неделе? Правильный ответ – нет. Достаточно короткого. Все отлично, как сам. Это ритуальный вопрос, а не приглашение к длинному рассказу. В следующий раз мы поговорим о том, что реально мешает тебе говорить свободно. А именно, как не переводить каждую фразу в голове, прежде чем что-то сказать по-русски. Обязательно посмотри. Если видео было полезным, ставь лайк и подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если хочешь поддержать наш подкаст, ссылка в описании. Будем очень благодарны. Напиши в комментариях, с кем тебе сложнее всего понять, когда говорить «ты», а когда «вы». Доброго здоровья, увидимся в следующей серии. Пока-пока, до скорой встречи.